Мы говорим «я уповаю на Аллаха». Мы это произносим, когда больны, когда у нас тревожит какое-то будущее, когда у нас тяжелое состояние на работе, в семье и так далее. Но давайте скажем честно, если уж мы передали свои дела Ему, Аллаху Всевышнему, то почему же тогда не спим ночами, почему же тогда тревога не уходит из сердца, почему вот эта паническая боязнь будущего? На самом деле в этом мире есть уголок состояния душевной безмятежности, легкости, когда человек выгрузил все свои страхи туда, где на самом деле им и место. Но большинство из нас ищет этот самый уголок и не может его найти. Мы произносим слова доверия языком, а сердце бьется в истерике. Аузубилля. Сегодня мы разберем жесткую правду, почему наша тревога не уходит и в чем ошибка нашего упования. И я вам расскажу одну историю с автомобильной аварией, которая поможет вам, иншаллах, убрать все ваши страхи. Досмотрите видео до конца, иншаллах, вы поймете, как выключить панику в своей голове с помощью Кур'ана и Сунны. Исламские ученые говорят о том, что сила упования зависит от вашей веры в Творца и в Его господство и могущество. То есть сила того таухида, который именуется Ар-Рубубия, напрямую влияет на то, как сильно вы будете уповать на Аллаха. Смотрите, друзья, я вам приведу пример. Допустим, вот вам нужно передать кому-то какой-то важный, значимый документ. И уборщик какой-то из этой организации говорит: я передам этот документ. Вы будете уверены, что он точно передаст? Вы, наверное, будете переживать, а как он вообще передаст? Кто его будет вообще слушать? Часто уборщиков могут и не воспринять, и может ваш документ и не дойти до нужного момента, да? С другой стороны, если какой-то министр, допустим, или высокопоставленный человек просто возьмет у вас и скажет: я его доставлю, вы же согласитесь, вы, скорее всего, будете спать сном младенца, так ведь? Вот так же и здесь. Когда мы знаем своего Творца, когда мы на него по-настоящему уповаем, мы действительно спим сном младенца, альхамдулилля. Поэтому не нужно уповать на людей, на их статус и так далее. Уповайте на Творца людей, на самого главного владыку, потому что Аллах Всевышний сказал: «Ватаваккаль аляль хайи аллади ля ямут». То есть уповай на того, кто живым является, который не умрет. Посмотрите на тех, на кого мы часто уповаем, на кого сильно надеемся, свое сердце к ним привязываемся. Разве они не смертны? А вы уповайте на того, кто бессмертен, а бессмертен только один, Всевышний Аллах. Нету больше никого бессмертного. Вспомните Ибрагима, когда его бросили в гигантский костер. Что он сказал? «Хасбуналлаху ва ни'маль вакиль». Мне достаточно Аллаха, и он прекрасный покровитель, субханаллах. Он даже в этой тяжелой ситуации полностью уповал на Аллаха, знал, что он ему поможет. И что Аллах Всевышний нам говорит? «Алейс Аллаху бикафин абдаху». Разве Аллаха недостаточно для его раба? И тут кроется причина нашей тревоги номер 2. А это когда мы путаем таваккуль, упование, путаем его с тавакуль, с ленностью и бездействием. Вспомните, когда один из бедуинов пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: вот мне, говорит, привязать верблюда, чтобы он не убежал, или же уповать на Аллаха. Что сказал ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Акильха ва таваккаль, то есть привяжи и уповай. Так ведь вот это вот золотая формула, эти прекрасные 2 слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: привяжи и уповай. То есть ты действуй, а потом уповай. И это и есть правильная формула упования. То есть упование невозможно без того, чтобы мы что-то делали, дорогие друзья. Вспомните Умара ибн аль-Хаттаба, как он встретил в Мекке людей, которые совершенно без запасов пришли. Он сказал: а почему же вы не позаботились-то о запасах? Вы же знали, что вы в путь отправляетесь, да? А те ему сказали, что мы уповаем на Аллаха. И Умар ибн аль-Хаттаб их очень сильно порицал и сказал им, что это не есть упование, что они не являются уповающими на Аллаха. Он их очень строго осудил и сказал о том, что нужно сначала посеять семя, а потом уже уповать на Аллаха. Поэтому нужно действия делать обязательно, дорогие друзья. И причем нужно делать такие действия, которые предположительно повлияют на результат положительным образом. А хотите, расскажу самый красивый хадис про упование. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если бы вы уповали на Аллаха должным упованием, то Он наделял бы вас уделом так же, как наделяет уделом птиц, которые утром вылетают с пустым желудком, а возвращаются вечером с полным. И вдумайтесь только, птица не сидит в гнезде. Она, как говорится в хадисе, вот это слово «техду», то есть она вылетает из гнезда, она машет крыльями, она куда-то летит, совершает действия. Поэтому тоже обязательно нужно совершать действия, дорогие друзья. Но на кого уповать? Уповать на врача, который меня вот именно врач исцелит, уповать на лекарство, которое вот именно оно мне поможет, уповать на
какие-то конкретные действия, которые я совершаю. Нет, действие — это только причина, а уповать нужно на Аллаха. Вот это вторая важная составляющая формулы правильного упования. Ну а что делать, если ты, так скажем, привязал верблюда, но все равно случилась катастрофа, все равно произошло то, что ты не хотел, чтобы происходило? И вот тут нужно вспомнить про имя Аллаха Аль-Хаким, то есть Аллах мудрый, расставляющий все по местам. Послушайте одну реальную, но поразительную историю. Один человек, помогавший инвалидам, узнал, что у него в шее опухоль, которая рядом со спинным мозгом. Врачи сказали, что если сделать операцию, то у него может быть полный паралич, то есть операцию даже сделать нельзя. Что делать? И он передает свои дела Аллаху, просто уповает на Аллаха, что он может сделать. И вот он отправляется однажды на машине к своей семье и попадает в аварию, там погибает 7 человек, какой-то железный прут вонзается прямо в него, он попадает в больницу и потом долгое время, истекая кровью, лежит в больнице. Но самое интересное, что он потом, после того, как очнулся, узнал, что у него нету никаких болей, и более того, оказывается, вот этот прут железный, который вонзился в него во время аварии, убрал эту опухоль, не задев спинной мозг. То есть, субханаллах, Аллах, так скажем, вот эту вот операцию провел своей волей и мощью. Субханаллах, это удивительная история. Вот действительно, когда уповаешь на Аллаха, Аллах тебе достаточен. Кто знает подобного рода истории, напишите его в комментарии, потому что нам было бы интересно вообще такое прочитать. Подобного рода истории, конечно, поражают. Тревога часто не уходит, потому что мы держимся за проблемой своими руками. Дорогие друзья, отпустите эти руки от этих проблем. Сделайте причину, так скажем, привяжите верблюда, да. Сделайте то, что возможно, а потом передайте все это Аллаху и скажите: «О Аллах, Господь мой, я сделал все, что мог». Вы знаете, у меня был такой случай. Вот видите меня, я здесь сижу, я учусь в Медине, сейчас уже в магистратуре. Сюда поступить довольно тяжело было. Очень многие люди пытались поступить в Медину, не каждому этому удалось. Я сделал множество причин. Те, кто знает мою историю, знают, что я очень много раз ездил. Я сделал причины, ну просто все какие только можно. Я приезжал же сюда, в Медину, чтобы встретиться с людьми, чтобы пройти собеседование. И знаете, я помню, в один из дней я приехал, и нету уже никого, а мы всего лишь на короткий промежуток были в Медине. То есть зайти в этот университет, еще раз поговорить, у меня было очень мало времени, и я зашел, а никого нету. И я просто поднял тоже глаза к небу и сказал: «О Аллах, я сделал уже все причины, которые только мог, а результат только от тебя». И знаете, вот видите, я сейчас здесь в Медине нахожусь и уже в магистратуре учусь, закончил здесь уже, хвала Аллаху, факультет, по милости Аллаха. Аллах мне дал здесь очень прекрасные знания, хвала Аллаху, Господу миров. Поэтому, друзья, совершайте причины, уповайте на Аллаха, передавайте их своему Творцу. Если это видео сняло хотя бы часть тяжести с вашей души, то поделитесь его с тем, кто утопает в тревогах, дорогие друзья. Я буду очень рад. Подписывайтесь на канал, не забывайте, это все помогает развитию исламских роликов. Просим у Аллаха благополучия. Ассаляму алейкум.